выигрывает тот, кто умеет ждать. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на карте Yelling Avalanche пройдет один из моих любимых мирроров, а именно танковый миррор. На верхней позиции выступает Маракар, бирюзовый цвет, Египет. Внизу начинает Скуба, зеленый цвет, Австралия. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Ну что ж, пока бойцы развиваются, давайте пройдемся по карте. По крайней мере, я не часто ее встречаю. Посмотрим, что у нас на мейне у каждого из бойцов. Значит, справа есть ресурсный центр, слева ресурсный, есть вышка. Справа также имеется вышка, правда, каленая, и есть моя любимая нефтепереработка. В центре вышка слева, есть коробки и есть дроп-зона. Вот одна, и у Маракара, естественно, вторая. Справа также есть коробочки, можно в будущем, естественно, здесь ставить ресурсный центр и занимать эти позиции. Очень много домиков, бегают тут гражданские, ждут, пока начнется баталия, но я не думаю, что, конечно же, гражданские ждут какого-либо противостояния здесь танкистов, но, тем не менее, как будет, так и будет. Ну, естественно, у Маракара также есть куча ресурсов, НПЗ, вышки и так далее. В принципе, мы все уже прошли. Так, ну и начинает Маракар, пошел пост, пошел дракон. Вообще, Маракар один из ярких представителей клана ОУЕ, по моему мнению, эксперт в мире генералов, показывает крутые результаты в турнирах. Если делать топ-3 ОУЕ, то, мне кажется, Экскал на первом месте. Ну, как кажется, оно так и есть. Все-таки чемпион мира, как-никак. На втором месте будет Вивид. У Вивид вообще в последнее время как бы так нормально играет. И Экскала вот было дело одолел. У меня есть трансляция, кстати, на канале. Справа вверху подсказочка появляется. Ну а на третьем месте, так уверенно, мне кажется, все-таки находится сейчас Маракар. Но, возможно, в будущем-то все-таки поделят это поделят второе место Скуба, точнее, Маракар и Вивид. Ну, посмотрим, как бы. Ну и смотрите, какой интересный дракон сейчас от Маракара заходит. Вообще так беспрепятственно по левому флангу прошел и просто сжигает военный завод. Военный завод Скубы. Выходит, конечно же, Батлмастер. С двух сторон пытается этот дракон зажать. Но я думаю, что, конечно же, уничтожит его. Но то, что так прошел дракон сейчас абсолютно вообще легко и просто, это, конечно, такое себе. И теряет Скуба уже первый военный завод. Но отстраивает, восстанавливает, естественно, обратно, и будет вновь 2 военных заводов. Но потеря все-таки 2000 как-никак потерял. Итак, Скуба. Ну, что касаемо Скубы, это, конечно же, представитель зарубежного комьюнити, достаточно яркий. Ник можно перевести как Акваланг, участник мировых серий и других турниров. На мировой серии, кстати, в 2022 году дошел до 1.16, проиграл там Пиславару со счетом 5-6. Но, естественно, это еще ничего не значит. Серьезный игрок. И списывать со счетов, как бы, я, не рекомендую его. Кстати, если правда, если это действительно так, как бы я слышал такую интересную вещь, что, как бы, поговаривают, наверное, это так и есть, в принципе. Есть такая насмешка, что со Скубой тяжело играть не потому, что он там какой-то сверхкрутой, а потому что пинг с ним очень высокий. Но он все-таки из Австралии, находится далеко, поэтому это вполне, в принципе, вероятно. И вновь юниты от Маракара приходят к Скубе на базу. Пробивает БМ по электростанции, и, естественно, был срез экономики. Здесь Гатлинг стоит, дежурит, ждет саппортраки. Кстати, возвращает Скуба их обратно. Заходят юниты от нижнего танка, но тем временем Маракар все равно пробивает по саппортракам, и один, скорее всего, сейчас заберет. Еще один выстрел, и до свидания, саппортрак. Причем второй кален, естественно, будет сейчас медленнее ездить. Опять срез экономики. Военный завод был потерян до этого, был потерян саппортрак, второй каленый. Ну, как бы, Скубе, похоже, что тяжеловато, что ли. Такое ощущение, что он с картой не знаком или еще что-то. Но, тем не менее, как я ранее говорил, это еще ничего не значит. Посмотрим, как Скуба сейчас будет Маракару противостоять. Катается БМ в центре, но там есть у Маракара пачка, поэтому БМ, естественно, отступает. До этого также были баталии, и тут Скуба домик занял, был пост, вот он как раз таки стоит, один ракетчик там остался, прогоняет Батлмастер. Справа пост стоял пустой, он был уничтожен, а ракетчики из него сели вот как раз таки в этот домик. Secret Lab, секретная лаборатория здесь у нас находится, как раз таки рядом с коробочками. Так, ну и что же? Пачки катаются на границах базы.
захватывается арт-платформа. И, кстати, вышка уже от Маракара захвачена. Слева также вышка захватывается. Там флаг поднимает сейчас красногвардеец. Решил Маракар пойти на захват вышек через красногвардейцев. Не через Лотос, а через красногвардейцев. Кстати, ставится пропаганда. Я думаю, что Лотос все-таки выйдет. НПЗ бы еще захватить, чтобы получить скидочку на юниты. Что же касаемо Скубы, есть у него уже в активе вышка, есть пропаганда, вторую пока не захватил, и НПЗ также еще не захвачена. А вот как раз таки Лотос. Скуба решил захватывать свою нефть через Лотоса. На левом фланге сейчас катаются юниты. Потерян был пост у Скубы. Перемещается каждая армия, одна и другая, причем армия очень большая. Так, ну и развивает Маракар заранее вышку слева, которая как раз таки на центре, пробил здесь по бочкам. И вышка была потеряна. Красногвардеец здесь прибежал. Кстати говоря, дроп-зоны пока еще никто не захватывает. Но как бы пренебрегают ими вообще бойцы. Говорят, они ранг высокий, да и большой дают, точнее, много экспоинтов. Было бы, наверное, правильнее сказать. Естественно, ближе к рангу, а это значит повышение. Лотос смещается от Скубы направо, пачка также уходит на центр, я так понимаю. Лаборатория по-прежнему за Скубой. Ну и таких каких-то серьезных пока столкновений нет. Заранее разрушается домик здесь. И захватывается, кстати, все-таки дроп-зона. Да, будет получать Маракар еще и Батлмастера себе в армию, да, с нее. Ну и такое, как бы, хочется сказать, такое, что Маракар на максимум использует все возможности карты. И НПЗ уже тоже себе перехватил две вышки в активе. И слева есть дроп-зона также под Маракаром. В центре домик, здесь точнее слева в центре занял домик. Бежит красногвардеец, а не захватывает ли он бежит дроп-зону, как раз таки вторую. Ну, вполне, в принципе, возможно, хотя захватом красногвардеец может, в принципе, и вот сюда к Скубе добежать и просто перехватить вышку. Но не выйдет. Есть Гаттен, который все это дело контролирует, также ракетчик сидит в домике, соответственно, не удается красногвардейцу добежать до своей цели. А вот здесь бы Гаттен, конечно, бы увести, но Скуба этого не делает, а нет, все-таки опомнился и уводит свой Гаттинг. Выход третий ресурсный. Маракар, причем, вышел уже давно. Поставил 2 бункера на защиту, ну и, в принципе, спокойненько здесь добывает. Давайте посмотрим, сколько здесь ракетчиков, по одному в каждом бункере. Но было бы, конечно, лучше, если бы там бы по штуке 3 бы сидело, это было бы куда мощнее. 6 ракетчиков, конечно же, БМ будут крошить просто на изи. Лотос тут бегает в центре армии Скубы. Кстати, у Маракара эта пачка, на мой взгляд, побольше сейчас выглядит, чем у Скубы. Надо бы поднаспамить, наверное. А сколько заводов? Раз завод, второй завод и третий завод. Есть, кстати, уже командный центр и строится филд. Вполне возможно, увидим Хеликс. Вполне возможно. Ну, для чего еще филд? Ну, миги, что ли, строить? Ну, можно, в принципе, и миги. Но за танка дороговато. Дороговато, в принципе, уходить в авиацию. Ну и ставится командный центр уже на мейне у Скубы. Захватил, кстати, он себе арт-платформу. Маракар также себе арт-платформу взял. Будет помогать, как только начнутся какие-то соприкосновения. Выход 4-й ресурсный. Нету каких-то пока еще серьезных сражений. Пока просто катаются. Огромные армии, причем и справа, и в центре у Маракара. Слева также юнитов много. Все, в принципе, здесь под контролем. Причем, смотрите, как задефан ресурсный центр. То есть 2 бункера и домик также стоит. Поэтому подойти как бы будет проблематично. Заходит дракон от Маракара, но там есть юниты, есть также 2 бункера. Посмотрим, сколько у Скуба здесь ракетчиков посадил. А тут явно побольше, слушайте. А тут-то побольше будет. Туда пройти будет еще сложнее. Дракон попытался зайти, но сразу же наполучал и, естественно, был уничтожен. А Лотос? А Лотос пришла захватывать от платформы. Тем временем Скуба начинает наступать. Наступает справа, как раз таки под ресурсный центр. Маловато пространства для маневра, пачка большая, поэтому тяжеловато, наверное, все-таки подойти. Теряется много юнитов. Маракар, в принципе, тоже много потерял и перехватил. Смотрите-ка, он подгадал Скуба момент. Захватил себе арт-платформу и начал наступление. Тут с 2 арт-платформ, по идее, сейчас наяривают по юнитам Маракара, но близко подошел и разбивает ее потихоньку. Лотос пока стоит. Летит арт-удар. Уже есть по 3-му рангу у каждого из бойцов. И мины. И не попадает Маракар. Понятное дело, он подумал, что если Скуба пойдет налево, попадет под арт-удар. Если направо, попадет под мину. А Скуба просто остался стоять на месте. И в итоге повышения пошли в никуда. Справа Скуба отступил. Маракар прогоняет. Но ресурсный центр был уничтожен. Удалось.
Удалось все-таки задуманное Скубе совершить, и летит Хеликс все-таки. Значит, с филда все-таки Хеликс вывел себе Маракар, заполнил ракетчиками и будет теперь еще и воздушными юнитами работать по пачке нижнего танка. Артплатформа наяривает вот здесь, кстати, минки, надо быть аккуратным. Маяк Маракар здесь не дал. Так это ж его мина, это Скубе надо давать маяк. Но Скуба этого не делает. Огромная армия одной... Ой-ой-ой-ой, вот, пожалуйста, не дал маяк, нарвался на мины. Ну, неужели забыл? Ну, вот сейчас палятся, естественно, эти минки, начинает Скуба по ним настреливать. Полетел ответный арт-удар, и он летит на пачку. Попытался с помощью арт-удара Скуба пачку Маракару пробить, точнее, одну из пачек, которые у Маракара сейчас есть на карте. Распродается, кстати, казарма, но по пачке не удалось попасть. Боец сверху просто ее увел, как почувствовал. А тем временем Лотос от Скубы пришла на базу к Маракару, а Маракар уже вышел в ядерную ракету, слушайте. Скуба тем временем идет вперед по правому флангу, там есть юниты, есть бункер. Но такая огромная армия, в принципе, должна ломать все, что здесь происходит. И уничтожена будет, скорее всего, вышка и казарма, а тем временем Лотос перехватывает командный центр. Удается все-таки использовать Лотос еще более наглее. И перехват ядерной ракеты, я так понимаю. Да, там тем временем Гатлинг выходит с военного завода. И, возможно, Лотос сейчас будет потерян. Попытался отстроить командный центр вновь Маракар, но решил переустановить где-нибудь в другом месте. И Лотос, до свидания. Ядерная ракета была отменена. И идет Скуба все-таки вперед. Проламывает потихоньку Маракара. Вышка была уничтожена, казарма и бункер были потеряны. Но попадает в ловушку сейчас Скуба. С двух сторон Маракар пытается его пачку зажать. Посмотрим, кто же сейчас в этой дуэли выйдет-то победителем. И по моим ощущениям-то все-таки выходит Скуба. Несмотря на все попытки зажать его с двух сторон, плюс еще и Хеликсы здесь пытались каким-то образом помочь, но не вышло. Скуба все-таки получается ему отбиться и пройти дальше, но там уже подходят наспамленные юниты. Кстати, был потерян Хеликс, Гатлинг вот этот, скорее всего, сбил. Очень много юнитов наспамил Маракар, и Скуба потерял достаточно сильно так свою армию. Потрепанный идет обратно, я так понимаю. Ну, там еще армия наступает, и выход в 4-й ресурсный центр сейчас от нижнего танка. Маракар прогнал своего соперника, но потерял достаточно много. Ну, также и Скуба, в принципе. Армия-то вся была практически потеряна. Какие-то единичные, конечно же, юниты были. Ну, обратно ушли. А тем временем 5-й ранг — это Эми-бомба. Это Эми-бомба 100%. И замораживается практически вся армия сейчас у Скубы. Должен быть арт-удар или ковровка. Но и ковровка, мне кажется, была бы эффективнее здесь. Но ковровка летит совершенно в другое место. Еще одна Эми-бомба, на этот раз от Скубы. И ковровка просто не попадает по всей пачке. Она забирает всего лишь 3 юнита. Да как же так? Ответный ковер летит от Скубы и попадает как раз-таки по 3 БМам и Гатлингу. Справа юниты заморожены. Нужно ждать, да, разморозки пачки и пробить. А за эти юниты тут не так много. В принципе, может попробовать все здесь поразбивать. В принципе, если Скуба сейчас грамотно все будет делать, у него это получится. Там еще, правда, есть Гатлы, но там Батлмастер. 2 Батлмастера гоняют. Ресурсный центр каленый, но он выжил. А слева тем временем еще одно повышение. Это летит Батлмастер. Так, а есть грейд? Да, есть грейд на скорострельности. В принципе, одним БМом можно очень быстро вышку вынести. Тем временем сброс мин на этот раз от Маракара. И Скуба так небрежно ведет свою армию. Потерял уже 2 Батлмастера. Ну неужели сейчас и этими БМами пойдет? Ну зачем же так сливать своих юниты? Ну они же денег стоят все-таки. Так, тем временем БМ, да, начинает наяривать по вышке. Это плохо сейчас для Скубы. Но Скуба идет вперед. Скуба идет вперед, он вновь на правом фланге у Маракара. Тем временем справа от Маракара тут Хеликсы разбивают ресурсный центр. Саплай, до свидания. А я вижу, что у Скубы не захвачена вышка. Он не захватил свою вышку родную на мэне. Причем она целая. Либо он ее починили, либо она сама отстроилась. И НПЗ также не захвачена. Запускается арт-удар. Вышка у Скубы была потеряна. Хеликсы идут вперед. И оба были потеряны. Скуба заходит дальше. Проламывает все-таки армию Маракара. Разбивается Эйрфилд. Там 3 танка загнаны в угол. Маракар идет вперед. Но там арт-удар. Он попадает ровно на пачку. О боже. Скуба потерял достаточно много. Пытается еще и пробить ресурсный центр, от которого вообще никакого толку сейчас, нечего здесь добывать.
Нужно перестреливать сейчас юниты. Маракар тем временем пришел двумя батлмастерами блокировать военный завод. И в принципе вроде бы как даже и удается. Да, минус БМ. Гатлинг также будет потерян. В принципе, можно попробовать еще и этот БМ отстрелять, а потом закрыть Гатлинг. Скуба отступает. Не удалось, а там мины впереди. Там мины, Скуба. Ну куда же ты? Ну куда же ты идешь, Скуба? Зачем же так терять юниты? Я не понимаю. Тем временем Батлмастер уже разносит казарму. Не остается уже ресурсов у Скубы. Напоминаю, вышку он свою не захватил. НПЗ также не была захвачена. Летит ковровка по всем юнитам. Конечно же, она не попадает, но забирает ракетчика и закрывает Батлмастер. Гатлинг и ковровку сбивает, но она уже отработала. Юниты возвращаются обратно на базе, а у Скубы нет денег. И вторичной экономики тоже. И Скуба сдается. Мы победили. Вот такой получился поединок у бойцов. Интересный. В то же время ошибок достаточно много, по крайней мере, от Скубы. Но, по крайней мере, это по моему мнению. Опять же, возможно, это были не ошибки. Может быть, какие-то недоработки, недоглядки, недогляделки. Как угодно это можно назвать. Ну, как есть, так и есть. В принципе, по статистике тут не шибко-то и далеко Маракар ушел вперед. Но, тем не менее, Маракар победил. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс УБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.